Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками и нашими встречами вот уже в 26-м году с Евгением Мураевым. Он на связи. Евгений Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте, поздравляю со всеми наступившими праздниками. Настроение не праздничное только. Действительно, штормит мир, и мы с этого, собственно, и начнем. С очень такого показательного Давоса. Ожидания от него сумасшедшие. Трамп приедет с бейсбольной битой и будет громить глобалистов. Ну вот, по крайней мере, такая картинка вырисовывается, и так видится то, что будет происходить. А с глобалистами, правда, серьезная заруба за Гренландию. Пошлины Трамп вводит, ему уже противостоит европейская элита. Макрон выходит в очках, но говорит, что будем базуку свою ответную включать. Соглашение торговое на паузе, и 93 миллиарда как бы свои предпримут ответные меры европейцы. И кажется, что в этом всем затерялась Украина. Однако пресса пишет, что, в общем-то, Трамп отверг 800 миллиардов на процветание после войны. Вот эти договоры, которые, как утверждает Зеленский, 3 их, и они готовы, и, в принципе, в Давосе должны были быть подписаны, отложены. И кажется, что выбор для европейцев между Гренландией и Украиной сейчас, почти что очевиден. Как бы вы отнеслись к этому Давосу, и действительно ли европейцы условно выберут защищать Гренландию, а от Украины откажутся, или наоборот, отдадут Трампу Гренландию и будут заниматься Украиной, как сказал недавно сам Трамп? Александр, я, честно говоря, не понимаю, что портит вам настроение. У меня, наоборот, полный оптимизм. Вот меня, наоборот, даже радуется, как это, помните, такое СДД, да, пусть сожрут друг друга. Вот. Но на самом деле, смотрите, никакого выбора нет. Потому что Трампу необходима и Гренландия, и Трампу необходимо выполнить договоренности, которые он достиг с Путиным в Анкоридже. И, скорее всего, это решение украинского кейса и прекращение финансирования не только со стороны Соединенных Штатов, но и со стороны европейских государств. Как он это сделает, это его проблема, и я думаю, что это его часть сделки. Потому что на самом деле война не закончится, пока будет финансирование. И Зеленский отлично выполняет эту роль. И сегодня, как кот Баюн, продолжает рассказывать сказки вместе с Кимом про фонды восстановления, про миллионы миллиардов, про то, что все ринутся восстанавливать Украину. Если вы проанализируете все мировые конфликты, в том числе и там, где принимали участие европейцы и Соединенные Штаты, ни одна страна потом не восстанавливалась. Да? Это разбитые, разрушенные страны, и нам с вами еще придется искать механизмы восстановления Украины, заинтересантов. Почему я большее время провожу в Китае, потому что понимаю, что именно Китай обладает на сегодня тем потенциалом, экономическим ресурсом и интересом, которые позволят восстановить нашу страну. Вот, поэтому Трамп приехал совершенно четко доломать старый миропорядок, доломать старые мировые институты, в лице в том числе и ООН. Я хочу напомнить, что в Совет Безопасности ООН входило 5 стран. Если вы помните, ООН был организован в 1945 году по результатам Второй мировой войны, и, соответственно, в Совет Безопасности вошло 5 постоянных членов. Это Китай, Россия, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция. Если вы проанализируете состояние дел на сегодня, последние 2 явно лишние. Ни Великобритания, ни Франция на сегодняшний день не соответствует критериям сверхдержав, не могут претендовать на раздел сфер влияния по итогам какой-то войны, потому что, слава богу, пока происходит раздел сфер влияния без глобального мирового конфликта, потому что он мог бы быть ядерным и, соответственно, поставил бы под вопрос существование всего человечества. Поэтому Трамп делает свое дело, как вы понимаете. Трамп не самостоятельная фигура, вернее, безусловно, это лидер крупнейшего государства, мощнейшего государства в мире, но так же, как и во всех остальных странах, за ним стоит олигархат, или группы влияния, как хотите их называть, но так или иначе это крупный технологический бизнес. Мы видели, кого он собирает, это Маск, Цукерберг и так далее. То есть это крупные IT-гиганты, и, соответственно, так называемые старые деньги должны уступить место новому миру. И у Трампа в этом очень огромная и главная роль. Он должен обеспечить, еще раз повторю, выполнение договоренностей, достигнутых в Пусане и в Анкоридже.
Поэтому он сейчас, несмотря ни на кого, будет ломать эту систему. Ведь если на самом деле он приобретет Гренландию, которая является, находится под протекторатом королевства Дании, да, члена Евросоюза, члена НАТО, будут глобальные проблемы, это поставит под вопрос существование этих институций как таковых. Совет мира, что это такое? И смотрите. Это новый орган, который поставит, Саш, под вопрос существование ООН. Вы не договорили, я вас перебил. Да, тут понимаете, в чем дело? Как яхту назовешь, так она и поплывет. Значит, изначально было вброшено, что участие в этом органе стоит 1 миллиард, но Трамп разослал приглашение. И сегодняшний день, вот сегодня, да, вот начался с того, что Нетаньяху, Алиев из Азербайджана, в общем, как бы принимают предложения. И другие, как бы другая порция новостей, ну, в общем, там бельгийцы, французы, Стармер, да, вот отказываются. Одни отказываются, другие, собственно, принимают приглашение. Лучше всех этот, ну, с точки зрения пиара, ну, что лучше, ярче всех продемонстрировал свое согласие Лукашенко. Тот вообще вышел, сказал, 1 миллиард это фейк, а вот смотрите, моя ручка, вот бумага, я, да, как бы подписываю, что мы вот входим, вступаем, и вот эти решения обязательно к исполнению в Беларуси, прям вот распоряжение подписал. Украина тоже приглашена. И Зеленскому тоже задавали этот вопрос. Ну, мол, а как же там? Там же Путин и Лукашенко. А он говорит, не можем мы быть в чем-либо, где есть Путин, где есть Лукашенко, где есть Россия, где есть Беларусь. Поэтому тут очень важно вот это формирование пула стран Совета мира имени Трампа, как вообще повлияет на политический расклад вокруг Украины, судя по вчерашнему вот такому аудиоответу Зеленского. Саша, если помните, в 2021 году я еще делал проект, он назывался «Формула страны», где я говорил о том, что наступает новый мировой порядок и о том, что мировые институты полностью потеряли свою актуальность и суть. Они не выполняют поставленные на них функции, и мы подошли к пандемии на самом деле и к большому количеству на планете войн как раз при действии ООН. Поэтому необходимы реформы, необходим новый мировой порядок и должны быть новые принципы. То есть мы с вами уже говорили о том, что в 1945 году ООН формировался после Второй мировой войны. И, соответственно, страны-союзники сформировали постоянное членство в ООН 5 стран и дали им право вето. На сегодняшний день принципы меняются. Экономика является главенствующей. И вполне возможно, взносы, о которых говорил Трамп и которые отрицает Лукашенко, они совершенно оправданы, да, потому что экономика правит миром интересы. И на сегодняшний день, насколько я понимаю, прав и Трамп, прав и Лукашенко. Да? Есть возможность войти в этот Совет мира без взносов, и можно иметь привилегированные функции, если внесешь 1 миллиард. Причем, насколько я читал новости, да, в разных изданиях, в разной форме оплаты, да, была речь. И кэшем, и нет, и на усмотрение Трампа. То ли это взятка, то ли это взнос на формирование новой институции, да, но это же необходимо сформировать аппарат, помещение, да, выписать уставы, регламенты. То есть это большая серьезная работа. Зачем это Трампу нужно? Еще раз, просто так выгнать Великобританию и Францию из Совбеза ООН не получится. Соответственно, нужно создать новый мировой институт, перетянуть в него большее количество стран, в первую очередь стран, на которые Соединенные Штаты влияют, для того, чтобы большинством голосов протягивать нужные себе решения. А потом можно торпедировать любое решение в ООН, внося вето. По-моему, очень понятный принцип, понятная стратегия, которую выбрал Трамп. И поэтому, я так понимаю, Россия еще не дала свое согласие, пока не будет ясно, зачем этот институт формируется. Если это институт 3, в первую очередь, Соединенных Штатов, России и Китая, тогда понятно, что это будет основной институт, и правила будут выписаны под новые реалии. Если нет, то, скорее всего, как обычно, Трамп пытается продавить для себя более выгодные условия. Что, собственно, для Украины будет это означать? Ведь в этом ключевой посыл. Не участие Зеленского
понятно, это как бы абсолютно, ну, в общем, это декларация того, что он в антитрамповской истории и в антитрамповской коалиции, которая это противостояние набирает сейчас обороты, это апогей этого противостояния. И если Зеленский, условно, доедет до Давоса, не доедет, но он уже как бы отказался, а если Зеленский еще и в Совет мира не будет входить, потому что там Путин и Лукашенко, мы все четко видим этот раскол на тех, кто за, и тех, кто против Трампа. Причем это раскол по делам, даже не по заявлениям. Осторожный Зеленский, по своим словам в адрес Трампа, делает ровно то, что против Трампа. Как это будет влиять на урегулирование? Ведь Совет мира, я напомню, прописан и в 20 пунктах, которыми сейчас козыряет и, собственно, трясет Зеленский на международной арене, и в этих 28 пунктах, которые изначально были предложены России и Украине, и Европе, и всем остальным. Можем ли мы предположить, что это окончательный подрыв любых мирных, отказ Зеленского, любых мирных инициатив Трампа по Украине? И сейчас вообще время, когда все будет вообще по-другому решаться. Саш, ну мы почему-то с вами вообще по-разному видим мир. Я сейчас вашу позицию услышал, объясню свою. Ну, во-первых, Зеленский держится на штыках. И власть Зеленского держится на штыках, это совершенно очевидно. Также очевидно всем в Украине, что без помощи Соединенных Штатов Америки даже удерживать конфликт на прежнем уровне невозможно. Потому что Соединенные Штаты обеспечивали львиную долю финансирования, давали разведданные, обеспечивают связь, и системы вооружений к нам приходят из Соединенных Штатов, неважно, кто их выдает из так называемых партнеров Зеленского, да, но они их выдают все равно в третью страну с разрешения США. Поэтому Зеленский не едет в Давос, не потому, что он выступает против Трампа, а потому что Трамп его там не хочет видеть, и говорить ему с Зеленским не о чем. И то, что Зеленский там попытался нарисовать каких-то 20 пунктов и укрепиться европейцами, мы, извините за выражение, видим, как Трамп подтирается интересами европейцев, и ему вот это вот собрание сочинений, да, Зеленский, Макрон, Шольц и все остальные абсолютно мало интересуют. Поэтому Зеленский понимает, что если он приедет в Давос, и ему не удастся встретиться с Трампом, то это будет черная метка в первую очередь в Украине. И тогда военные начнут вполне возможно смотреть в другую сторону. В любом случае начнутся разброты шатания, которые он сейчас допустить не может. Тем более не решен вопрос с европейским кредитом. Насколько мы помним, да, выделено 90 миллиардов. Должно начаться финансирование, первые транши должны прийти в марте. Но уже Макрон заявил о том, что 60 миллиардов надо будет придержать и потратить их на военно-промышленный комплекс Европейского Союза. Соответственно, Зеленский получит только 30. И это же на 2 года. Это не перекрывает дефицит бюджета. Возникают вопросы, как платить зарплаты военным, как финансировать социальные статьи. И эта задача пока не имеет решения. Позиция Трампа абсолютно твердая, она совершенно понятная. Я вам говорил, что и 28 пунктов мы вместе с вами их разбирали. Да? Я разбирал их 22 ноября в телеграм-канале. Пожалуйста, подпишитесь, там очень подробно все написано. Единственная площадка, которая не блокируется. Мы с вами говорили о том, что, скорее всего, эти 28 пунктов, поскольку утечка была со стороны Украины, они более лояльные, а в реальных соглашениях гораздо более жесткие трактовки. Поэтому то, что Зеленский там попытался поменять, Трамп ему еще раз ответил, что у Зеленского нет карт. Менять правила могут только те, у кого есть силы, у кого есть потенциал. На самом деле, на сегодняшний день ни потенциалом, ни силами Европа не обладает, а соответственно ничем не может помочь Зеленскому. И, как я и говорил, скорее всего конфликт закончится в сентябре этого года. Скорее всего будут подписаны все соответствующие соглашения. Каким образом это дожмет Трамп, мы увидим. Да? Но вот эти все посылы, события, и Гренландия, я не считаю, что это элемент торговли, я считаю, что это стратегия Соединенных Штатов. Это еще мечта деда Илона Маска, да, объединение в единый материк, в единое пространство от Венесуэлы до Гренландии. И то, что вопрос Канады возникнет, я вас абсолютно уверяю, потому что Трамп в этом заинтересован, он хочет стать в один ряд с отцами-основателями, увеличить Соединенные Штаты в 2,2 раза, войти в историю. Ну, естественно, у него первое событие очень важное. Это победа
на промежуточных выборах 3 ноября, поэтому вся его политика, все его шаги будут очень жесткие для того, чтобы в первую очередь сплотить радикальную часть своего электората, который так называемая секта МАГА, плюс вызвать уважение у всех остальных, кто сейчас выступает против. Ведь его операция, которая была проведена в Венесуэле, я думаю, что несмотря на то, что пытаются продать американцам и всему миру демократы, вызвало уважение, потому что лично у меня это вызывает уважение. Он показал силу, он показал организованность, он показал, что Америка — это действительно сверхдержава. Мне не нравится, что он вмешивается в суверенные дела государств, но, друзья мои, мы сейчас говорим об Америке, о ее ситуациях, о предвыборной гонке, и это однозначный плюс. Соответственно, Трамп будет идти в наступление по всем фронтам, и если он уже Гренландию отдел на флаге, он ее наденет и на глобус. Переместимся в Украину. Тяжелейшая ситуация. И я вот уже который день с разными экспертами в своих прямых эфирах делаю акцент вообще на другом. То есть на другом. На том, что скучно, непопулярно, но то, от чего зависит вот это изменившееся настроение украинцев, отношение украинцев к власти, к порядку. Давайте уже... Тут другая немножко коннотация, но это тоже слово подходит лингвистически. В общем, к режиму. Режиму жизни в стране, режиму, скажем так, публичности, режиму проблематики, о которой говорят. В общем, ужас, что происходит. Харьковская область 90% без света. По Харькову бьют. Запорожская область, блэкауты, понятно. По Запорожью бьют, к нему подошли ближе. Киев, Черниговская область, да, тоже большой процент. 80% без света. Киев, блэкауты, рвут трубы. Сегодня Кучеренко, есть такой нардеп от Тимошенко. В общем, он вышел, говорит, 2 человека слесарей, которые там крутят гайки, которые коммунальщики, да, которые по теплу. В общем, они умерли. И вот, мол, смотрите, какая цена, вот как мы вся страна борется с проблемой Киева, отправили слесарей и, в общем, работников Укрзалезницы, в общем, со всей страны там, да, вот Зеленский рапортует, включается в селекторы, но отношение украинцев поменялось, Евгений Владимирович, отношение. Люди все чаще говорят, что, ребята, русские, да, стреляют, россияне бьют, они, понятное дело, да, выбивают энергетику, но вы ничего не делаете. И вот тут возникает главный посыл. Так а системы, как оказалось, нормальной и нет. Я не хочу, чтобы мы занимались в эфире, таким, да, констатацией каких-то абсолютно понятных вещей, да, о том, что это ужас, о том, что это кошмар, о том, что люди, они все и так это все ощущают на себе, украинцы. Так, а какие последствия вот этой черной зимней, скажем так, истории, да, у нас будут в среднесрочной и дальносрочной перспективы? Кажется, по выступлениям Шмыгалей, разного рода свириденок, они вообще не смотрят немножко дальше, на месяц, 2, 3, полгода, год вперед. Почему? Саш, во-первых, это временные люди. Во-вторых, кто такой Шмыгаль? Это бессловесная мебель, да? Вы когда-нибудь слышали, чтобы он что-то говорил? В последнее время и раз в полгода, да, наверное. Поэтому, смотрите, вот давайте начнем сначала. Я тоже общаюсь с украинцами, и часто в Харькове была действительно достаточно долго хорошая ситуация, и относительно хорошая ситуация по отношению к другой Украине, да, и свет выключали всего на 3 часа в сутки. Сейчас остальная Украина меня поймет, что это благоприятный режим, и это в первую очередь было обеспечено местной властью, Тереховым, коммунальщиками, энергетиками. И это длилось ровно до того момента, пока Зеленский не начал исполнять свою мечту в попытке сбить Виталия Кличко в Киеве и не сказал, вот в Киеве ужас, а в Харькове хорошо. И в тот же день по Харькову прилетело 7 «Искандеров» по территории тракторного завода, да, где была мощная подстанция, и еще по другим объектам.
Соответственно, что привело к катастрофической ситуации в энергетике. Еще дальше продолжают прилетать шахеды для того, чтобы... Ну, то есть, по сути, вот знаете, это как вот проклятие Зеленского. Вот он сфотографируется возле какого-то знака, да, въезда в город, сразу Украина теряет город. Только он что-то скажет в эфире, да, сразу ситуация кардинальным образом меняется. Друзья мои, к сожалению, да, очень мало профессиональных чиновников управляет после прихода к власти Владимира Зеленского. Да, Терехов это был первый зам Геннадия Адольфовича Кернеса, я считаю, это лучший мэр за всю историю города, а может быть и страны, царствие ему небесное, да, но он наладил работу коммунальных служб, он наладил работу абсолютно всех служб в городе, город изменился, и город продолжает жить только благодаря слаженной работе специалистов. Да. В остальных городах, да, куда Зеленский поназначал в первую очередь представителей Лиги смеха, да, назначил там военные администрации, привел туда непрофессиональных, но лояльных себе людей, мы наблюдаем коллапс. То, что сейчас происходит в Киеве, говорит о том, что происходит крах государственности. Я писал у себя в Телеграме, еще раз попрошу всех подписаться. Саш, когда я в вашем эфире об этом говорю, обычно очень много людей приходит, а я считаю, что это площадка, которая позволит нам оставаться на связи, да, и она не попадает в цензуре. И ваш YouTube-канал заблокирован в Украине, и все мои сети заблокированы в Украине, и уже, я не знаю, 10-й, наверное, ТикТок, Инстаграм и так далее. Поэтому, друзья, в Телеграме я писал, что ровно 20 лет назад в Волчевске произошла авария очень массовая, когда 700 домов было отключено от электроэнергии. 70 тысяч граждан остались без тепла и были разморожены системы подачи теплоносителя внутренние, домовые. То есть были такие сосульки, которые висели из окон, и эти апокалиптические фотографии видела вся страна. Так вот, тогда премьер-министром был Виктор Янукович, да, ныне осужденный, и кого на него только не повесили. Да. Он объявил чрезвычайную ситуацию. 5000 специалистов со всей страны были туда направлены, 130 единиц техники. За 3 недели была полностью ликвидирована ситуация. Чрезвычайно. Она была сложнее, чем в Киеве, потому что там были порывы, в первую очередь, магистральных трубопроводов. То есть приходилось чинить и внутридомовые системы, и подводящие к домам. Но тогда государство показало, что оно может. Люди были размещены, их кормили, были организованы пункты временного пребывания. То, что происходит сейчас в Украине, да, под предводительством Зеленского, показывает полностью крушение государственной системы. Еще раз хочу сказать, если сейчас военные нас слышат, да, их отправляют на фронт и говорят о том, что у них есть обязанности. Но я думаю, что они могут точно так же задать вопрос Зеленскому, а есть ли у государства Украины обязанности перед ее гражданами, да, в первую очередь. Сейчас родители этих солдат, да, жены, дети находятся в неприемлемых для жизни условиях, и мэр города Киева, да, Кличко, ничего более умного не находит, как говорит, а вы там куда-то переедете, снимите себе дома, совершенно не задумываясь, что у большинства людей нет ни физической, ни финансовой возможности это сделать. Особенно я имею в виду жен с детьми, да, стариков, пенсионеров, маломобильных людей, инвалидов и так далее. То есть это функция государства. Сейчас при помощи Министерства обороны, МЧС должны были в кратчайшие сроки устранены последствия чрезвычайной ситуации. Я думаю, должны были быть наказаны те, кто не слил теплоносители с домов, да, или воду со стояков и привел к разморожению системы, да, к порыву внутренних домовых сетей. Вот. И необходимо это ликвидировать, да, эти последствия, и необходимо создать условия для того, чтобы люди находились в тепле, организованно и организованно обеспечить им питание и, естественно, компенсировать либо с точки зрения коммунальных предприятий, либо обслуживающих компаний те убытки, которые они понесли. Ведь это на самом деле катастрофа, и она не только в Киеве. Если сейчас это не начать устранять и не давать этому оценку, это будет происходить и в других городах, потому что тенденция понятна. Энергетического перемирия. Зеленский не собирается идти на условия, которые выдвинули Соединенные Штаты и Российская Федерация. То есть он заручается поддержкой европейцев, собирается продолжать воевать дальше, продолжает
нападать, да, на энергетические объекты Российской Федерации. А я напомню, что именно Зеленский прервал энергетическое перемирие ударами по нефтеперерабатывающим заводам и по подстанциям. Посмотрите, это был, по-моему, март 2025 года, после того, как Соединенные Штаты объявили о перемирии, Путин объявил о перемирии энергетическим, начались удары со стороны Украины. Зеленскому нужна была картинка. Ему нужна была энергетическая война. И сейчас то, что происходит в Киеве, ему очень выгодно. Ему нужны погибшие коммунальщики, ему нужны замерзшие люди для того, чтобы требовать больше и больше денег со стороны Европы и требовать, ну, во-первых, шатать Трампа на его промежуточных выборах, да, показать, что Трамп вышел из конфликта, и это привело к масштабным гуманитарным катастрофам и потерям в Украине. Ну и ему нужна картинка, ему абсолютно не жалко никого, да, ему нужны деньги. Ему нужно продолжение тех схем, которые были построены за 6 лет. И все-таки какая перспектива у нас через месяц, два, три на следующий отопительный сезон по Киеву и вообще по стране? Вообще 2-3 отопительный сезон закончится. Да? Если мы доживем до него без потерь, это будет великая победа. Если продолжится такое же, извините, халатность, нехлюйство и наплевательское отношение на украинцев, и будут происходить масштабные порывы внутридомовых сетей, я думаю, у нас не хватит никаких ресурсов восстановить их к следующему отопительному сезону. Да? Даже сейчас Кличко уже говорит, что где-то ремонт займет 8-9 месяцев, надо экспертизу сделать, надо тендер подвести. Друзья, это чрезвычайная ситуация. В момент чрезвычайной ситуации работают совершенно другие механизмы. Тут не до тендеров. Вы знаете же, что такое тендер в Украине? Это коррупционный механизм, когда будут назначены необходимые подрядчики, которые заложат необходимую норму прибыли и заработают деньги на замене этих систем. Да, если сейчас нагнать сотрудников МЧС со всех областей, если привлечь тыловые части Министерства обороны, то как же может заработать орган местного самоуправления Виталий Кличко лично? Никак. От слова совсем. Поэтому они выбирают самую неправильную систему, где нет ничего человеческого. Да? Ну, оно, в принципе, у них никогда и не просматривалось. Было понятно, что это коммерческая составляющая. Поэтому, Саш, перспективы у нас пока тяжелые, если конфликт не закончится. Но я все-таки еще раз настаиваю на том, что пока все идет по правильному сценарию, да, ну как по тому прогнозу, который мы вместе с вами делали неоднократно у вас в эфире, да, и я думаю, что будет завершение войны к концу следующего года. Я очень надеюсь, что прозреет большинство украинцев, несмотря на то, что вы говорите, они понимают, что во всем виновата украинская власть. Не совсем так. Со многими общаюсь. Да, людям проще жить в той матрице, которую дает единый марафон. Да, то есть не смотреть на картину широко, а размышлять. Вот ракета прилетела, да, она попала в теплоцентраль, и, соответственно, поэтому у нас теперь нет воды, и мы замерзаем. Да? О том, что при этом параллельно Зеленский постоянно провоцирует Россию, бьет по российским городам, периодически погружая их тоже в блэкаут и тоже оставляя без отопления, в первую очередь города Донбасса. Да? Вот вопрос, насколько ему... Донбасс — это Украина, из-за которого он не хочет прекращать войну. У людей еще это до конца причинно-следственная связь не сложилась. Поэтому очень важно, что мы это с вами проговариваем. Потому что если вы начнете давить... Смотрите, я не верю, что мирные граждане могут что-то изменить. Но это могут изменить военные. У вас у каждого кто-то где-то служит. Объясните, что вы находитесь в тяжелейших ситуациях именно из-за выгоды власти. Тогда вполне возможно армия поймет, где настоящий враг. Насчет стратегии Зеленского. На что идет расчет? Вы сказали, что на финансирование показать тяжелую картинку, и в принципе мы это наблюдаем вот последние 2-3 суток, когда качают серьезно, что сейчас россияне ударят по подстанциям АЭС, а у них вот смотрите, неточный там какой-то разлет кинжала или какого-то там калибра, и поэтому могут попасть в АЭС, в общем, беда.
ГУР качает, военные качают, внутри качают эту ситуацию. Сейчас вот вообще будет катастрофа. Вчера запустили историю с Чернобыльской атомной электростанцией. О том, что вот смотрите, без источника питания остался объект. Беда, вот злые русские. То есть мы понимаем, это делается под Давос. Мы помним, да, прошлые там встречи, когда дрон прилетал в саркофаг. Причем непонятный дрон, непонятно как прилетел, то ли, ну, в общем, какая-то странность была, но это делалось специально нагнетание перед какими-то международными встречами. Эту логику мы выяснили. А стратегию, да, мы понять пока не можем, кроме того, что смотрите, как у нас плохо, дайте денег, люди замерзают, на войне вот так, на фронте эдак. Назначает Зеленский Федорова. И тот выходит с программным интервью вчера, значит, стратегическая цель. 50 тысяч уничтоженных оккупантов в месяц. И это все понесли. 50 тысяч. Для чего? Для того, чтобы, ну, в общем, ощутила Россия потери и остановилась. Я помню Залужного, который еще был главкомом. Вот перед тем, как его снимать, был период, он тоже давал большое интервью и говорит: я ошибся, как главком. То есть мы пытаемся нанести максимальное поражение россиянам в живой силе с тем расчетом, чтобы они остановились. Но они, пишет еще 2 года уже или 3 уже назад, да, главком Залужный, они не остановятся. Это ложный расчет. И сейчас нам демонстрируют, ну как это, новое лицо в кавычках, да, Федоров, демонстрирует эту же стратегию спустя вот эти годы, когда уже было признано, что это не работает. Как вы прокомментируете вот этот посыл вместе, конечно, с вот этими спецоперациями, которые торжественно подписал план спецопераций Зеленский, пригласив сначала Малюка без должности, потом официально занимающего должность главы СБУ Хмару. Ну и, соответственно, вот вообще на что идет расчет у Зеленского? Саш, ну нет никакой стратегии, это давно пора понять. Стратегию можно выразить известной фразой: нам бы день простоять, до ночи продержаться. То есть, а какой у Зеленского выход? Мы прекрасно понимаем, что если война остановится, для него это смерти подобно. Мы прекрасно понимаем, что если он куда-то сбежит, это смерти подобно. Он, во-первых, должен выполнять задачи, которые ему рисуют страны-гаранты его безопасности, это Великобритания. А Великобритания, мы с вами видим, она понимает, к чему все идет. Да? Она говорит: мы не войдем в Совет мира. А знаете, почему не войдут? Потому что их туда не зовут. То есть туда же можно постучаться, а там скажут: извините, у нас переучет. Да? То есть, еще раз, этот Совет мира формируется не для того, чтобы там Великобритания или Франция играли какие-то роли. Поэтому они заинтересованы удержать старый мировой порядок, в том числе свои места в Совбезе ООН. Поэтому они стимулируют Зеленского дальше продолжать бессмысленную, да, и уничтожительную для Украины войну. Что Зеленский делает? Да, увеличивает мобилизацию. Мы все больше и больше каждый день читаем новостей о принудительной мобилизации. Скорее всего, на столе у него лежат законы, которые будут ее ужесточать, да, снижать мобилизационный возраст, ограничивать, ну, снижать брони и так далее. Потому что нехватку денег он будет компенсировать живой силой, пока армия, еще раз повторю, не развернется в обратную сторону. Касательно Залужного, да, дорогие мои друзья, Залужный — это главком украинской армии. Но мы же прекрасно понимаем, что центром принятия решений являлись штабы НАТО. Вот эта философия о том, что гибель людей, да, может остановить потери, могут остановить наступающую сторону, это исключительно европейская философия. Они всегда ей полагались и во время гитлеровской Германии. Вы помните, как они быстро отдавали ключи от своих стран, городов и переходили на его сторону, да, чтобы не нести этих потерь. И вспомните порог боли нашего народа. Да? Вспомните все войны, от наполеоновской и включая Вторую мировую. То есть у нас есть цель, мы всегда верим в себя, не видим препятствий. Поэтому рассуждать таким образом, наверное, сложно. То, что говорит Федоров, дорогие друзья, это соросенок, да, это совершенно, друзья, это агенты влияния, да, его математика понятна. Если Россия мобилизует 40 тысяч человек, то если начать убивать 50, то будет минус 10, и когда-нибудь там, ЭГГ лет через 8,
у них не будет мобилизационного резерва на фронте, либо им придется проводить широкую мобилизацию, да, что может вызвать внутриполитические давления, извечное желание глобалистов. Соросята — это кто? Это в первую очередь демократы, это глобалисты, да, и это старая повестка, та, с которой начинался конфликт еще в 22 году. Поэтому я бы на все это не обращал внимания. Это второй такой же кот Баюн. Зеленский все меньше и меньше обладает субъектностью, да, и все его встречи со Стерненками, Притулами, назначениями Соросят на должности, которые вот какой смысл было снимать Шмыгаля, назначать его министром обороны, чтобы потом передать это место, ну это какая затычка в каждой дырке, извините меня, пожалуйста, Шмыгаль, да? Или почему так происходит? Потому что, еще раз, Зеленский попался на удочку НАБУ, да, попался на механизмы внешнего управления, и теперь выполняет волю. Да? Его, с одной стороны, Штаты поддавливают изнутри, с другой стороны, подталкивают снаружи, да, влияя на Европу. Но он, естественно, сопротивляется, ориентируя на Британию. Чем это закончится? Это закончится плохо для Зеленского. Я об этом тоже говорил. Если он станет последним камнем преткновения этого конфликта, значит, этот камень просто уберут. И вопрос, услышит ли Буданов и на кого он будет больше ориентироваться, на слово, данное Зеленскому, или на отношения с Соединенными Штатами. Если на отношения с Соединенными Штатами, у него гораздо больше перспективы, вполне возможно, следующий, да, Совет мира и принятие его решения будет уже не по Газе, а по Украине, он войдет в переходное правительство, может быть, его даже и возглавит, я не удивлюсь, да, но вполне, я надеюсь, да, что будет по-другому. Интересно, что вот такой эпизод. Кристалина Георгиева, распорядительница МВФ, приезжала недавно в Киев к Зеленскому, обнимала его. Тот ей благодарил сердечно, таким, знаете, прям по-матерински-то его обняла, поцеловала. Проходит 2-3 дня, и на очередной панели Кристалина Георгиева на фоне ужасающей ситуации, которую мы обсудили с коммунальными услугами, имеется в виду свет и тепло, да, говорит, надо избавиться от света и тепла в плане субсидирования этих услуг. Значит, надо заняться налоговой политикой, да, то есть налоги увеличить, собирать больше налогов, надо избавиться от субсидий. Но это все приправила она потужностью, ну вот в прямом смысле этого слова. Говорит, я так восторгаюсь вами, украинцы, которые вот вообще просто неимоверно, переживая тяжелые вещи, тем не менее вот противостоят России. Вы вообще должны быть самоуверенными. Надо избавиться от этих всех подачек. Я понимаю, почему государство это делает, но избавляемся от этих подачек государства. Мы вообще просыпаемся утром и будьте вот настолько самоуверенные, как лев, и давай рычать. Рычать и ржать. Мол, проснулись утром, в шапочке, в курточке, порычали и придали себе уверенности. И идите дальше. Вы человек, который, ну я не знаю, до Большой войны, да и раньше, до 2014 года, очень часто вспоминали МВФ. Вот эта ситуация с советом украинцам просыпаться и рычать, это, ну как бы, дурь Кристалины? Или это как бы посыл системы, посыл Международного валютного фонда? Дорогие друзья, я не эйджист. У меня мама 52-го года рождения. Да? Кристалина Иванова Георгиевна. Да? Ее так правильно, у нее двойная фамилия. Иван родства не помнящего, тоже же братья славяне. Она 53-го года рождения, да, то есть ей 73 года. У меня, когда я это видел, да, у меня волосы шевелились. Ну, во-первых, вы себе представьте 73-летнего человека, руководящего, ну, вот если бы он по-настоящему мог бы он руководить международным институтом, да, который отвечает за взаимодействие и экономическую помощь слабым странам. Ну, абсурд, да. Во-вторых, вы видели манеру, в которой она это излагала? У меня такое чувство, что, вы знаете, вот она... Я дочке там на ночь читаю сказки, да, вот приблизительно с такой же интонацией. А она, видно, внучкам вчера читала и немножко запамятовала, что она сейчас на панели Давоса, да, начала эту штуку излагать.
Друзья мои, ну, во-первых, МВФ – это международный рейдер. То есть МВФ нам всегда давала кредиты, я всегда говорил, что давала под политические условия для того, чтобы привести к власти людоедов. Так, в общем-то, и получилось. Да? Кредиты эти никогда не шли на самом деле, модернизацию там, производства или чего-то. Они шли на то, чтобы взять Украину в большие тиски. Я напомню, что в 2021 году треть бюджета мы отдавали на погашение и на обслуживание государственного долга. Да? Вдумайтесь. Огромные деньги, ну, порядка 400 миллиардов гривен. Поэтому это инструмент. И этот инструмент требовал у нас еще совершенно недавно для возобновления работы с Международным валютным фондом повышения налогов. То есть страна, в которой жуткий дефицит рабочих кадров, страна, в которой разрушены все производственные мощности, страна, в которой электроэнергия по часам, и даже сфера обслуживания работает при помощи дизель-генераторов, что съедает всю прибыль и даже не позволяет содержать штат, да, где массово закрываются и бизнес, и другой мелкий бизнес, она говорит, надо поднять налоги. Друзья мои, это о чем? Это про помощь, это про партнерство. Тут ведьма. Вот реально ведьма. Теперь, чтобы вы понимали, кто такая Кристалина Иванова, да, это болгарский специалист. Чтобы вы понимали, Болгария наибеднейшая страна Европейского Союза. Но вот беднее просто нет. То есть страна, из которой тоже уехала абсолютно вся молодежь. Да? Страна, которая известна коньяком, помните, был солнечный бряг, да, или как, и кисломолочными продуктами. Она поучает страну, которая некогда была великой. Я Владимиру Александровичу даже на украинском языке в Телеграме у себя написал, да, что до чего нужно было довести некогда великую страну, чтобы пенсионерка из Болгарии вот так над нами издевалась. Это гидность, да? Вот это революция гидности. За это вот все стояло, да? Убили людей и провели госпереворот. Я хочу, чтобы вы понимали, что это все причинно-следственные связи. Это все наследие Майдана. И приход к власти Зеленского, да, и Порошенко. Это наследие нашего с вами выбора. Вот два ключевых момента, после которого страна сильно пошла не туда. Это государственный переворот и его поддержка или молчаливое согласие со стороны украинцев. И дальше голосование за этих двух упырей. Вот и все, друзья. А теперь нам еще раз недострана, извините, представитель, ну нельзя говорить недостраны, болгары, братья славяне, да, но это мелкая, бедная страна, техногиганта, да, великую страну некогда Украину, у которой были космические программы. Мы строили ракеты, самолеты, корабли, тяжелое машиностроение, двигателестроение. И нас вот это вот сейчас рассказывает, вы встаньте утром, порычите и верьте в себя, и будет все хорошо. Друзья, у меня испанский стыд, у меня просто волосы шевелятся. И давайте лишим субсидий кого? Пенсионеров? А сколько сейчас у пенсионеров денег? Вот хватит им оплатить коммуналку в Киеве? Или они должны будут положить зубы на полку? Этой бабушке, да, которая читает сказки своим внучкам, ей просто даже в голову не приходит, как живут украинские люди. И скажите мне, выступил Зеленский? Он что, как-то ее поругал, да? Он выразил свою позицию. Может быть, министр иностранных дел, может быть, премьер-министр Украины выступил. Друзья, ну это просто кошмар. А я вам скажу, они просто на одной стороне. Им наплевать на ваши жизни. Им все равно, что будет с вами. Им все равно, что будет с вашими стариками. У них задачи другие. Поэтому надо наконец-то понять, кто настоящий враг. И я трачу свое время, и ваше время занимаю. И Александр постоянно выходит в эфир для того, чтобы вам это просто все объяснить. Просто чем быстрее это закончится, тем больше шансов восстановить Украину, и тем больше шансов восстановить демографическую дыру в нации, да, которая грозит нам полным исчезновением. Это же факт. Нам нужно вернуть наших женщин из Европы. Иначе их дети, да, станут немцами, французами, поляками, кем угодно. Вы ж к националистам хочу обратиться. Вы ж кричали «нация понад усе». И где же оно? Где же оно? Рычит. Рычит. Рычите теперь. Рычит Давайте. Я хочу нация. посмотреть, как вы начнете рычать первые.
Евгений Владимирович, по поводу Рыка очень интересно. Тигрица Юля защищается, у нее очередной суд во время очередного заседания. Сегодня уже она вышла, вчера была в маске, приболела, сегодня без маски. И говорит о том, что будет судиться с НАБУ и САП. В общем, суд на них подает, в общем, борется как может. Зеленский комментирует это, говорит, да нет никаких политических преследований. Однако Тимошенко утверждает, что это все игра. То есть это идет сценарий, когда подписывается похабный мир, быстро проводятся каким-то макаром выборы, каким это отдельный вопрос, мы с вами обсуждали его, и, в общем, устраняет, выбивает политических конкурентов. Но Тимошенко в порыве эмоций, да, когда вот первое было заседание, она же выдала очень интересные вещи. Она говорит, через 5 лет не будет Украины. Она говорит, что фактически фашистский режим, ей говорят прокуроры, мы на тебя браслет надеваем и залог тебе даем, чтобы ты не смоталась. Ну, да, 50 миллионов, да, чтобы ты, просили 50, стало 33, а тут ты уедешь. Она говорит, я не уеду и буду здесь до тех пор, пока не освободят от фактически фашистского режима. То есть очень интересная метаморфоза. Люди шутят, что перед любым переворотом есть такая старая добрая украинская традиция садить Юлию Тимошенко. Ну, в каждой шутке есть доля шуткой, конечно, но смешно. Как вы смотрите на эту ситуацию, в которую попала Тимошенко, горячо, знакомая, еще очень и очень, как это, знаете, вот можно выразиться, издревле, да, издревле. Мамка украинской коррупции ее называли, там, газовая королева, помним это. Ну, в общем, а Тимошенко, кажется, украинец знает все. Но как она предстает сейчас? Саша, вот вы просто с языка сняли, да, друзья мои. Юлия Владимировна, на ней же вот так вот вы ее как ни покрутите, на ней печати ставить негде. Вот начиная, у нее первые уголовные дела, это Паша Лазаренко. Это, если помните, был такой премьер-министр и единый энергетические системы Украины. Да? Юля торговала газом. Юлия Владимировна. Ну, тогда еще Юля. Сейчас это Юлия Владимировна. Тогда Юля была, да? Вот она этим занималась всю жизнь, да? Это мать коррупции. Уже, ну, опять сейчас скажу, бабушка коррупции, да? Ну, тоже факт. Она 30 лет в политике, друзья мои. 30 лет. 30. И она попадалась на коррупции ДПЗКУ, если вы помните. Она туда кого-то зятя своего назначила. Юлия Владимировна не сбежит, если ей назначат. Вы ей 500 миллиардов назначите, поверьте, она сможет внести этот залог совершенно спокойно. Это богатейший человек, и Коломойский же аккуратно смеялся. А что у нее нашли? 40 тысяч долларов. И просто угорал, потому что он прекрасно понимает, сколько Юлия Владимировна заработала и пополучала с бизнесом, и с олигархов в том числе, когда она была премьер-министром после Оранжевой революции. Друзья мои, это колоссально богатый человек, абсолютно беспринципный. Вот она заговорила о фашистской власти. Скажите, а чего она молчала, когда Зеленский аплодировал эсэсовцу в парламенте Канады? Чего она молчала? Или СС Галичина это не СС? Или это не фашизм? Или она совершенно не понимает, как людей преследуют по языку, по вероисповеданию, по идеологии в нашей стране? Или это не фашизм? Просто она об этом вспоминает, и то, что она коррупционер, в момент, когда ей грозит... Я говорил, да, вот тоже в Телеграме писал, друзья мои, особенность украинской политики. Либо клетчатый плед и шарите, либо в политические. Вот других вариантов нет. Да? У нас либо прячутся за болезни, помните, Насирова, Корбана, да, всех остальных, которые в пледе, им сразу резко становилось плохо, их увозили в больницу. Либо Юля, которая все время, пока была в Качановской колонии, в Шарите просилась. Либо они жесткие оппозиционеры. Друзья мои, оппозиционер – это тот, у кого другое видение развития страны. Вы мне скажите, она, начиная с 2005 года, с Ющенко, когда-то была против власти? Была, когда у власти был Янукович. Вот это единственный момент, когда она была в оппозиции. Все остальное время она была при власти. Все остальное время она формировала украинскую государственность. Я вам больше скажу. Она и ее фракция, проверьте, как она голосовала за создание НАБУ, САП и ВАКС. Ну, единогласно же.
Она же точно так же, по совету американских друзей, формировала антикоррупционную вертикаль внешнего управления. А сейчас она прозрела, что это вертикаль внешнего управления. Ну как вам это? Друзья мои, старая лиса, она же другие сказки рассказывать не будет. Поэтому я бы на нее вообще не обращал внимания, но я бы посмотрел на процесс по-другому. То есть однозначно то, что мы с вами говорили. Если Зеленский не будет выполнять поставленную задачу, да, будет формироваться новое большинство. И НАБУ — это в первую очередь не инструмент борьбы с коррупцией, а инструмент влияния. Вот сейчас, когда Юлю взяли за уши, да, она будет делать то, что необходимо. Если раньше ей как-то потакало там, и на нее влияло СБУ из-за дела по ДПЗКУ, то теперь есть дело, возбужденное в отношении нее. И, соответственно, на нее будут влиять с точки зрения нужного и необходимого голосования для Соединенных Штатов. Для того, чтобы, ну, скажем так, в финале прогнозы сейчас дело неблагодарное, хотя все действительно идет по какому-то уже расписанному сценарию, просто очень трагические повороты, да, и кульминационные моменты. Там первая кульминация, вторая кульминация. Если посмотреть на Виткофа, он сегодня объявил, что завтра он в Москве. Буданов говорит, что да, все идет, да, понятно, не завтра, но тем не менее процесс этот идет. И кажется, ну и сам Витков говорит, что прогресс достигнут. Там он с Дмитриевым встречался вчера в Давосе, собственно, завтра в Москве. То есть куда-то все, в общем, дела спорятся. Как бы вы спрогнозировали судьбу переговорного трека в ближайшее время? Внимание! Между Россией и Соединенными Штатами Америки. На фоне того, с чего мы начинали, да, геополитического излома Давоса, вот этих всех танцев вокруг Гренландии, вокруг вот этих претензий обоюдных Европы и Америки. Вот если брать и изолированно смотреть на Россию и Америку сейчас, какой бы вы, ну, дали, ну, вот эту сюжетную линию, какую бы вы дали динамику? Саш, ну я верю в то, что договоренности действительно достигнуты. И я думаю, что и у России, и у Соединенных Штатов Америки очень много точек соприкосновения от Арктики до энергетических консорциумов и до посадки Европы и Китая на энергетическую иглу совместно, причем на экономический контроль, да, этих пространств, а соответственно в ближайшей перспективе и на политический контроль. Но, еще раз говорю, мы должны рассуждать в этом году в логике выборов, которые пройдут 3 ноября в Соединенных Штатах Америки. И до этого момента должно произойти, на мой, ну вот, если бы я был режиссером, да, а я вижу, что все идет именно с точки зрения режиссуры, должен быть Карибский кризис 2.0, да, то есть должны напрячься 2 ядерные сверхдержавы, так чтобы все очень сильно испугались, и чтобы Трамп в ключевой момент перед самыми выборами этот момент решил, в том числе и по кризису в Украине. Я думаю, что идет по этому сценарию. Может быть, обойдется и без него, да, но драматургия требует. А учитывая то, что, извините, буду говорить прямо как есть, да, человечество немножко деградирует и начинает мыслить образами, да, и недавно я прочитал где-то новости о том, что Netflix требует самое красочное в кино вставить в первые 5 минут и некоторые диалоги максимально упростить и по 3-4 раза повторять одну и ту же мысль, чтобы люди, которые сидят в ТикТоке, отвлекаясь на минуточку на экран, не терялись в сюжетную линию. Да, это говорит о том, что у нас воспитывают клиповое мышление. И, соответственно, точно так же политтехнологи, а это, считайте, те же самые режиссеры, будут смотреть на ситуацию. То есть все должны сильно побояться, Трамп должен помирить, где-то показать силу, Америка сверхдержава, мага, make America great again. Поэтому думаю, что где-то возможны еще эти эмоциональные качели, потому что, к сожалению, перестали принимать рациональные решения, а принимаются они под давлением эмоций, и эти эмоции будут создавать режиссеры в мирового закулисья. Вот я думаю, что, еще раз повторю, да, к сентябрю все решится, но перед этим, может быть, вот
такой сильный разворот, когда все поверят в то, что вот сейчас до ядерной войны осталось ровно 15 секунд, и даже побегут в свои бункера. Ну, посмотрим, каким будет действительно визит Виткофа к Путину. Все подтверждают эту встречу завтрашнюю. Насколько вот это будет засечка на этой сюжетной линии. Даже если они договорятся, как это обеспечат Соединенные Штаты? Понятно, что Россия это может обеспечить только военным путем, но совершенно в этом не заинтересована, потому что это потери, да, для Путина. Украинский народ и российский — это один народ, он, ну, по крайней мере, он об этом неоднократно говорил, да, плюс это взаимное поражение, да, это взаимное уничтожение потенциала. А вот политически, да, и организационно, и финансово это могут задавить Соединенные Штаты. Поэтому я абсолютно уверен, поскольку Штаты инспирировали и государственный переворот, и продвигали, да, неизбежность войны в Украине, перевооружали, обучали, если вы помните, и Азова готовили, в общем, к войне, и эту войну инспирировали, то я думаю, что на них сейчас и лежит обязанность ее закончить. Вот как это сделает Трамп, мы с вами увидим в ближайшее время. Но я еще раз хочу сказать, все, что мы с вами сегодня обсуждали, это часть этих механизмов, это часть этого широкого сценария. И, как вы понимаете, разрабатывался он достаточно давно, а сейчас просто реализуется у нас на глазах. Друзья, чтобы разбираться в частях сценариев глобальных, узких или плюс-минус таких, которые мы за ними можем наблюдать воочию, и чтобы знать, что к чему, подписывайтесь, пожалуйста, канал Евгения Мураева, Телеграм, Ютубы, которые там, да, то блокируют, то новые, то старые. В общем, подсанкционные, но тем... Самая стабильная площадка. Ну, в общем, в любом случае, и в Телеграме можно смотреть видео, и можно слушать аудио, поэтому всем большое спасибо за то, что уделяете время. Это самый сейчас очень драгоценный ресурс, особенно в сложившихся тяжелых условиях в Украине, да и за пределами Украины. Украинцам тоже ведь не сахар. Тоже не сахар. И это уже, наверное, проявится позже, да, когда украинец один, украинец другой встретятся, проанализируют и найдут общие точки. Именно их мы ищем сейчас. Общие точки восприятия вот того, что с нами со всеми происходит. Всем добра и света. Спасибо за время и мысли. До встречи.